Привет! Сегодня много смартфонов, которые являются бюджетниками, но с очень хорошими параметрами. И у нас эта модель Realme C3 не исключение. Смартфон, корпус у которого изготовлен из пластика, соответственно, и цена будет уже ниже, но по его параметрам, экрану, камере и его возможностям, с которыми я вас познакомлю в этом обзоре, думаю, вас приятно удивят. Итак, начинаем обзор. Коробку бренда Realme можно всегда узнать как на витрине, так и вообще увидев где-то фотографию. Она полностью желтого цвета. На ней характеристики, самое главное преимущество — это 3 модуля камеры, огромный экран 6,5 дюймов, 5000 аккумулятор и процессор Helio J70. Есть несколько модификаций. Для рынка Индии и глобальных рынков выпускают разные версии. Глобальная версия 3.32 и 3.64. 3.32, как у нас на обзоре, без NFC, а 3.64 с NFC. Есть еще 2.32 и 4.64. Ссылки на эти телефоны, как и на этот в официальном магазине, я оставлю сразу в описании под видео. Цена на момент обзора: версия 3.32 $116. С гарантией выйдет около $118. Цвет телефона от производителя написан холодный синий, есть еще красный и серый. Так как у нас глобальная версия, поэтому сразу была наклеена наклейка, несмотря на то, что мы покупали его на сайте AliExpress, полностью с русским текстом, главное его преимущество. И после снятия этой желтой пленки остается пленка, которая защищает экран. Эта пленка очень хорошая, толстая, жесткая и хорошо защищает экран, благодаря чему не остаются ни какие-то царапины, ни отпечатки пальцев. То есть с легкостью убирается. Хотя лучше приклеить стекло. Стекло можно приобрести по ссылке в описании. Хоть с рамкой, хоть цельное. Я имею в виду без всяких рамок. К этой модели, к сожалению, не идет силиконовый чехол. Но есть все нужное для зарядки. Это кабель для зарядки, к сожалению, микро-USB и фирменное глобальное зарядное устройство на 5 вольт 2 ампера. Такие блоки питания являются также для этих моделей скоростными. То есть это 10-ваттный блок питания, благодаря чему за несколько часов будет восстановлен заряд аккумулятора. Но если быть точным, то около 3 или 4 часов производится зарядка. Что, собственно, для бюджетника очень даже неплохо. С учетом того, что раньше некоторые модели заряжались почти 8 часов. Ну и, конечно, есть скрепка для извлечения лотка для сим-карт. Этот лоток находится слева от экрана. Чуть ниже находятся 2 кнопки громкости, благодаря чему под левый палец очень удобно переключать громкость. Правым только включаем. Справа находится кнопка питания. Она слегка углублена в корпус, но это даже плюс, потому что ее легко нащупать, но она и не сильно выпирает. Извлекаем лоток для сим-карт. У лотка отсутствует какая-либо прокладка, как это есть, например, у модели Realme X3, вот в этой малышке. Модель с суперзумом, обзор на нее можно посмотреть вот здесь в подсказках. Все тесты и все ее преимущества. В этом же лотке плюс в том, что у модели C3 2 сим-карты и карта памяти до 256 гигабайт. На верхней части корпуса, то есть сверху над экраном, нет ничего, а вот снизу располагается у нас разъем для наушников, что очень хорошо, не лишили и не нуждается в каких-либо переходников. 2 отверстия для микрофона, разъем для зарядки и 4 отверстия, слегка овальные, это основной динамик. На задней крышке находится сканер отпечатка пальцев, очень шустрый и быстрый, светодиодная вспышка и тройной модуль камеры. Это у нас основной и 2 вспомогательных, широкоугольный и отвечающий за эффект боке. У корпуса приятный перелив, благодаря такой поверхности слегка шершавой, практически не остается отпечатков пальцев. Но лучше приобрести силиконовый чехол или же чехол-книжку. Вот такой вот приобрели мы для нашей заказчицы. И здесь у нас пластиковый чехол, который будет захватывать смартфон с обеих сторон. И он уже здесь в этом каркасике держится. Полный доступ внизу, сверху. Здесь отверстие для кнопок громкости, а с этой стороны для кнопки питания. С обратной стороны доступ к сканеру, и модуль вот в этом чехле уже защищен. Если же без чехла, то, конечно же, модуль выпирает над корпусом. Экран у нас каплевидный, с диагональю 6,52 дюйма, и здесь находится эта камера, а на срезе у экрана находится динамик. Это разговорный динамик, громкий, отчетливый, хорошо слышно. Нижняя часть под экраном, она немного больше. И эта полоска черная, вот так если смотреть, то больше виднеется.
Здесь же возле камеры все очень узко и компактно, но особо это никак не влияет на картинку. Максимальное разрешение просмотра в YouTube 720-60 кадров, хотя этот видеоролик, который сейчас вы видите на экране, он снимался в 1080-60 кадров. Если вам интересно, можете посмотреть на хорошую, современную, компактную, но очень громкую малышку, которая способна играть 12 часов в режиме музыки со встроенным микрофоном и, конечно же, есть влагозащита. Здесь обзор, ну и буду рад, если вы оцените лайком не только этот ролик, который сейчас смотрите, но и, посмотрев ролик про колонку, сможете оценить его. Очень нравится минимальная яркость экрана. Вот сейчас вы видите, что очень сильно приспосабливается камера, но для моих глаз очень хорошо все видно. Максимальная яркость, и вокруг все становится темным, потому что камера пытается приспособиться. Да и сам смартфон не глуп, предупреждает, что высокое электропотребление энергии, поэтому будет садиться больше. Можно включить авторегулировка яркости, что значительно лучше срабатывает и действительно очень хорошо справляется. Есть режим защиты глаз, активируя который можно настроить либо по умолчанию во время, например, вечернего времени он будет активироваться после захода солнца, либо он будет включен постоянно. Также есть режим затемнения. Другими словами, это темная тема. Сейчас перешли мы в темный режим, и все настройки здесь уже виднеются на черном фоне. Тоже удобно, но на улице не всегда удобно лицезреть данную картинку. У экрана, помимо всего прочего, есть регулировка к холодному оттенку, он больше такой синевой, по умолчанию, и теплый. Сами подстроите под себя, как вам нужно. Есть также размер шрифта. Сейчас установлен стандартный, а есть очень огромный. Ну вот для плохо видящих очень даже хорошо. Даже не все смартфоны могут с такими параметрами похвастаться. Есть возможность настроить кнопки управления, привычные на экранах, но уже 21 век, переходим на управление жестами. Можно включить управление жестами, либо управлять одной рукой. В пункте удобства есть дополнительные разные функции. Например, удобная кнопка, которая передвигается по экрану, боковая смарт-панель, которая спрятана где-то вот здесь вот уже сейчас, и потянув ее, вот сейчас она выскакивает, эта боковая панель. Также есть жесты, например, 3 пальцами поднять при активации. Люблю этот режим, а любите ли вы его? Вот я сейчас беру смартфон в руки, подношу, и он сам включается, видит мое лицо и разблокируется. Помимо сканера отпечатка пальцев, здесь есть разблокировка по лицу. Убавим немного яркости, примерно на 50%, и покажу вам, как разблокировка по лицу. Мгновенно. Также в настройках есть возможность настроить, чтобы с закрытыми глазами не разблокировалось. Я не знаю для чего это, но мало ли, вдруг человек будет спать, допустим, и кто-то захотел воспользоваться вашим смартфоном, поднес к вам и разблокировался. Если у вас настолько все сугубо необычно, то пользуйтесь и этим режимом. Зайдя в раздел о телефоне, можно увидеть его основные функции. Например, 10-й Android. Также, что здесь у нас модель RMX2021. Но ни для кого не секрет, что как и у бренда Xiaomi или Redmi, так и у нашего бренда Realme, который сейчас на обзоре, собственная внутренняя оболочка, которая очень хорошо себя зарекомендовала. Стабильная, быстрая, энергоэффективная, благодаря чему даже спустя времени не надо будет делать какие-то сбросы на заводские настройки. Это у нас Realme UE, версия прошивки, ну мало ли кому-то вдруг понадобится. Также есть отдельный пункт разделения экрана, игровой режим, благодаря чему смартфон перестраивается полностью под вас, и в режиме игры вы уже не получаете какие-то дополнительные уведомления. Клонирование приложений и много других полезных функций, с которыми вы уже более детально сможете ознакомиться, приобретя этот смартфон. Из коробки здесь доступен Play Market, ничего здесь не нужно делать. В разделе инструменты у нас есть компас, диктофон, калькулятор и FM радио. При запуске GPS он мгновенно связывается со спутниками и поддерживает несколько видов спутников, а именно GPS, GLONASS и BeiDou. Устанавливаем громкость на максимум и запускаем какой-то трек. Для тестов динамика. Динамик качественный. Естественные мелодии воспроизводятся, то есть так, как я их привык слышать по динамику.
Думаю, этого достаточно, чтобы понять, что звук хороший, громкий, сочный, высокие, средние, низкие присутствуют. В AnTuTu Benchmark этот смартфон набрал 183 594. Здесь установлен процессор 8-ядерный Helio J70 с графическим процессором в паре J52, с разрешением экрана 720 на 1600 и 3 модуля камеры 12, 2 и 2. Плотность пикселей 269 dpi, тест мультитача на 10 касаний, передняя камера на 5 мегапикселей и видео снимает также Full HD. Заявленный аккумулятор на 5000 мАh. По тестам же немного все хуже. 4, почти 400. 600 мАh в моем случае не дотянул. То ли это его настоящий такой аккумулятор, то ли нужен своего рода такой себе небольшой разгон, разряд-заряд. Но будем считать, что этого достаточно, потому что смартфон с таким аккумулятором живет достаточно долго. 2 дня будет в активном использовании звонки, мессенджеры, переписка и ваши какие-то серфинг по интернету и пару игр, 5-10 минут, может быть, по 20-30, на 2 дня хватит. Если же в режиме игр, то будет хватать на 6-7 часов. Ну а в YouTube этот смартфон проживет около 14 часов. Более детально вы сможете посмотреть про этот тест в YouTube вот здесь в подсказках. Wi-Fi поддерживает только 2,4 ГГц, версия Bluetooth 5.0 и установлено 13 датчиков. Акселерометр, игровой вектор вращения, геомагнитный вектор вращения, датчик силы тяжести, гироскоп, датчик освещенности, линейный акселерометр, магнитометр, некалиброванный магнитометр, датчик ориентации, датчик приближения, вектор вращения, датчик сильного движения, шагомер и детектор шага. Ну а теперь давайте познакомимся с камерой. Прямо записывая запись с экрана, используя встроенное приложение, запускаем камеру. Перед нами сейчас открывается вид видео, фото, портрет и еще. В разделе «Еще» есть ускоренная съемка, ультрамакро, замедленная, эксперт и панорама. Нравится, что все называется своими словами. Почему я так говорю? Потому что, например, у модели X3, которую я упоминал ранее с суперзумом, вот эта функция замедленной съемки называется нажатие по отпечатку. Почему, я так и не знаю. В режиме Pro Expert полностью настраиваются все настройки, так, чтобы вы смогли полноценно и удобно подстроить под себя любой режим. Запас ISO у нас максимальный 6400. Это не шутки. Камера отличная. Отключаем режим Эксперт, переходим в режим портрета. В режиме портрет у нас снимок руки, например. Давайте вот так вот сделаем. Пока размывает, кажется, там между пальцами не справляется, но размывает. Делаем снимок. Не забываем, что это рассчитано в первую очередь для того, чтобы фотографировать человека. Смотрим этот снимок. Ну да, не совсем. Но если человека, то будет хорошо. В режиме фото по настройкам у нас есть режим HDR, есть автовыбор, включение и принудительно отключить. Также есть режим включить насыщенность цвета. Это не интеллектуальный режим, но тем не менее здесь он есть. Давайте проверим также на увеличение. 2-кратное, 4-кратное. Возвращаемся назад. По настройкам камеры можем регулировать рамку 1:1 полностью на весь экран и 16:9. Также имеется таймер 3 и на 10 секунд. В настройках мы увидим, что есть съемка по отпечатку пальца. Звук затвора отключается, фото по одному касанию прикосновения к экрану. Можно настроить водяной знак, добавить свое имя и какую-то другую информацию. И здесь у нас указано максимальное разрешение видео. В режиме видео этот пункт станет активным. Разрешение видео 1080 30 кадров. Давайте переключимся и зайдем в режим настройки видео. Вот здесь настройка это имеется. Теперь переключаемся на передний модуль. В переднем модуле у нас привет. Тоже все очень хорошо. Картинка классная. По настройке у нас точно так же 1080 и 720 30 кадров. Есть зеркальное селфи. Включаем сканер отпечаток пальца, выполняет кнопку спуска. И теперь выбираем режим фото. Давайте сделаем тестовый снимок. Кстати, включился HDR. Кажется, автовыбор стоит. Да. Давайте отключим и без HDR сделаем. Теперь режим портрет. Фото. Здесь вот регулируется отключение или включение боке, степень боке. Максималочка. Максималочка. И перейдя в режим еще, у нас есть панорама на переднюю камеру.
Это нужно для того, чтобы сделать снимок более широким с друзьями. Если тут еще по бокам кто-то стоит, например, нажимаю, повернуть. И теперь в обратную сторону. Готово. И смотрим, что в итоге у нас получилось. Снимок будто бы я держал смартфон. Снимок вышел, будто бы я держал смартфон не вертикально, а горизонтально. Выходим из режима портрет. Есть украшение лица, которое я не люблю. Это у нас режим интеллектуальный. Это вообще отключен. А это на максималочке. Благодаря чему в режиме портрет, сейчас сделаем снимок, не будет видно, что я не бритый. Мне так кажется, если максималочку такую включить. Ну, слегка видно, но отшлифовал конкретно. Профессиональный глаз, тот, кто не любит этой шлифовки, это замечает. Любите ли вы такую шлифовку? Наверное, девочки любят там, вот, чтобы не было видно какой-то морщинки. Никого не осуждаю, просто говорю. И есть ускоренный режим съемки на переднюю камеру. R1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Почему я так говорю, сейчас вы поймете. По губам тут особо ничего не будет видно. Быстро что-то проговорил. Кстати, на переднюю камеру замедленной съемки нету. Ну и давайте проверим теперь в режиме замедленной съемки заднего модуля выливание воды. Сейчас мы настроимся и нажимаем замедленная съемка. Поехали. Отключили. 2 секунды я снимал это. А теперь просмотрим, как это вышло. Здесь у нас 2 минуты, 2 секунды на 6 секунд превратилось. Неплохо, но если двигаем, то есть искажения, поэтому лучше не двигать. Кажется, познакомились полностью, поэтому будем возвращаться в студию. Теперь тестирование в игре Asphalt. В нашем случае, хотя смартфон бюджетник, но с хорошим процессором и достаточно оперативной памяти, чтобы погонять. Игры, даже самые сложные, идут на стабильно стандартных FPS. Давайте откроем игру. Здесь действительно установлены максимальные настройки в игре Asphalt, а игра тяжелая. И сделаем несколько заездов. Добавляем звук. Обычно на этом старте часто игры подвисали. Ну, давайте понаблюдаем. Где-то подвисает все-таки, но это максималочка. В основном неплохо. Осталось подвести итог. Смартфон по доступной цене, от проверенного бренда, качественный, крепкий, имеет хорошую камеру, хороший экран с хорошим запасом яркости, цветопередачи и даже минимальная яркость тоже радует. И у него есть все, что нужно для того, чтобы достал и пользуйся. Единственное, что нету из упаковки, это силиконового чехла. Также в этой версии нет NFC. Если вам нужна версия с NFC, то нужно прикупить. Версия с NFC стоит на $30 дороже. И там и памяти, соответственно, больше. 3,64. Ищите ссылку в описании. Теперь посмотрите тесты камеры, отснятые на этот смартфон, фото и видео. А я с вами прощаюсь. С вас лайк за труды. Решил начать тестирование заднего модуля именно с макросъемки. С вот этих вот красивых цветков. Кто знает, как они называются и любит цветы, напишите в комментариях. Здесь еще цветы. Цветопередача и яркость экрана насыщенная. Микрофон очень чувствительный, хоть и один. И поднеся, автофокус сам быстро настраивается. Главное ему попасть в объект без всякого тапа. Это у нас одинарный режим, то есть стандартное приближение. Это двухкратный, а это 4. Вот так. Стабилизация, ну как таковая, пройдемся. 1, 2, 3, 4, 5. Какая-то где-то что-то имеется слегка, но не совсем. Теперь тесты переднего модуля. Передний модуль в действии. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три. Как слышно. Очень хорошо записывают. Кажется, они практически одинаковые, хотя тот 12 мегапикселей, а этот 5. Но неплохо справляется. Виноград вечереет. Я сейчас еду за ноутбуком на новую почту. И вам осталось лишь посмотреть фотографии. И ночную съемку. Полные сумерки, лишь ночничок.
Выходим на улицу, и тут уже отчетливо виднеется ночью. Посмотрите, какая картинка красивая на улице. Нравится, как записывает микрофон. Прожектор. Настроившись под него, можно даже вот так вот сделать. Это я яркость тут регулирую. Ну, вообще автоматически доверять можно. И качество радует. Сейчас я в кадре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь тесты передней камеры. Тоже снимает хорошо. Сочные цвета даже ночью. Немного шумов, хорошая слышимость. И сейчас вы видите фотографии. Вам приятного просмотра. Не забудьте поставить обязательно лайк и подписаться. Спасибо.